Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим очередную новинку среди бюджетных динамических наушников. Наушники Honor от компании Tangzhou. Наушники поставляются в такой небольшой коробке с таким красивым оформлением на лицевой части. Сзади, как всегда, указаны технические характеристики наушников. За звук здесь отвечает 10 мм динамический драйвер. Чувствительность наушников составляет 107 дБ, и они получили 20 Ом импеданс. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию подробнее. Первое, что нас встречает, это такая небольшая шелковая тряпочка с таким же изображением, что было на коробке. Но под ней нас приветствуют наушники. В моем случае они имеют такой прозрачный корпус, пластиковый, но вы можете выбрать, допустим, черный вариант корпуса. Весят они немного, они прям такие очень легкие. На лицевой части здесь у наушника имеется два узора вот таких. Одно побольше, другое поменьше. Ну а на внешней части наушника имеется первое акустическое отверстие и разъем 2 пин. QDC, кстати, прошу заметить. Тут же указан правый канал. А второе акустическое отверстие находится рядом с таким золотистым соплом, под которым находится такой тканевый черный фильтр. Вот так все это выглядит. Ну а что касаемо посадки и эргономики у наушников, то здесь все отлично. В ушах они очень хорошо фиксируются и прилегают довольно плотно. Поэтому звукоизоляция остается на хорошем уровне, если это важно будет для вас. Но здесь в двух таких небольших коробочках находятся все аксессуары. Давайте сначала посмотрим кабель, а после комплект амбушюр. Это довольно стандартный такой недорогой посеребряный медный кабель с разъемами 2 пин QDC и 3.5 джек. Сам кабель такой довольно удобный и мягкий, заушины у него сформированы правильно, но я бы советовал все-таки поставить что-то более солидное, например, из чистой меди, как это сделал я. Поставил вот такой кабель Hakugi Hiller, но это уже, друзья, на ваше усмотрение. Теперь давайте рассмотрим аксессуары, то есть набор амбушюр, которые упакованы в такую вот небольшую коробочку. Здесь в пакетике вот находится вот такой хороший комплект. Вот так они все выглядят. Это стандартный набор амбушюр разных размеров, которые вы можете подобрать для себя. Ну, на самом деле к этим наушникам подходят многие насадки. Я переслушал разные варианты, и мне понравился вариант использования этих наушников с насадками Sony. Вот такими. Советую подбору амбушюр уделить должное внимание, так как это действительно важно и хорошо влияет на общие выводы и звучание наушников. Так, ну а теперь, друзья, мы подошли к самому главному, именно к звучанию этих наушников. Использовал, слушал я эти наушники с ЦАПом Topping G5 и некоторыми недорогими ЦАПами. Наушники легкие на раскачку получились, поэтому у вас не возникнет проблем с бюджетными источниками или смартфонами, чтобы их раскачать. Теперь давайте рассмотрим график этих наушников. Вот так он выглядит. Как мы видим, исходя из графика, очередная аккуратная Harman настройка, чем-то слегка напоминающая график Дунукима из моего прошлого обзора. Но звучат они, конечно, совсем не так. У Honor имеется более выраженное усиление саббасовой области, тоже с таким плавным затуханием на мидбасе. Несмотря на это, у Honor, конечно, не являются прям такими басхедными, но и не ощущаются линейными, потому что низких частот лично для меня достаточно. И сразу заметно в сравнении, что по количеству и по ощущению их массы будет побольше, чем в Кима с прошлого обзора. Что касаемо текстуры у баса, в целом она довольно хорошая, но, конечно, не такая четкая и проработанная, как в фланарных наушниках. Это я вам точно говорю. Но атака у них довольно хорошо подчеркнута. Да и кик звучит довольно проработанно, не старается как-то вылезти из микса и взять на себя внимание. Наоборот, мы получаем такое более слитное и правильно заложенное звучание на этом диапазоне. Ну а затухания довольно хороши, учитывая, что это динамический излучатель. То они довольно аккуратные и ощущаются больше как такие гладкие и плавные.
Так, ну а что касаемо средних частот, то, что исходя из графика, что на слух в этих наушниках, они довольно хорошо сформированы и подаются как больше теплые и аккуратные. То есть в целом средний диапазон ощущается довольно широко в пространстве и плотно в своем присутствии. Вокал в них довольно хорошо звучит, он достаточно выраженный и насыщенный, но что радует, это то, что имеется смягченная вот эта верхняя середина, чтобы не вызывать каких-либо явных резонансов, которые могут быть опасны в этой области. Так что по большему счету это такой просто намек на теплоту, где зрелость звука встречается с музыкальностью. Подводя итог, этот диапазон не ощущается так слишком скудно или таким сухим и мониторным, поскольку на самом деле кажется, что ясность даже немного затемнена, с намеком именно на теплоту нижних средних частот, которая позволяет доставить хорошее мужское и женское вокальное представление для комфортного и аккуратного прослушивания. Но теперь мы плавно подобрались к высоким частотам, которые получились больше такими спокойными и нейтральными. То есть, как видно на графике, каких-то яростно выпирающих пиков мы не имеем, но у нас есть такой дополнительный пик на 8 килогерцах, чтобы сделать перкуссию и атаку инструментов достаточно энергичной и увлекательной. Что меня радует, это то, что компания Tanzu который раз уже избегает любого из важных недостатков динамических наушников, таких как броскость, шипение и звенящие высокие частоты, которые можно особенно заметить на многих недорогих динамических наушниках, но при этом здесь так соблюден баланс, что мы не уходим на темную и мрачную сторону, а имеем такое сохранение баланса с хорошим блеском у тарелок и неплохими послезвучиями. Не планарные, конечно, но все-таки они есть. Что касаемо стереопанорамы и ее проработки, то здесь в целом все довольно неплохо. На удивление сцена по ширине довольно хорошо строится и иногда даже удивляет проработкой своей глубины. Ну а вывод по данной модели наушников у меня получился таков. Tangzu Wanner получились тоже такими, как и Dunu Kima, более теплыми и гладкими наушниками, которые имеют поменьше высоких частот и опять же подойдут больше для спокойного и неутомляющего прослушивания. Перегруженная гитарами и ударными рок-музыкой и металл точно не для них, а вот все остальное вполне уже можно послушать. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи, всем пока.